When I first found you, you were nothing. You were small, pathetic. But now, you are more. Are you ready? Трейлер FNAF Security Breach вызвал у меня двоякие чувства, но сейчас я в принципе доволен ним. Сегодня мы разберем его, посмотрим на русском и поговорим о минусах и плюсах. Начнем. When I first found you, you were nothing. You were small, pathetic. But now, you are more. Are you ready? Gregory, we can get you out of here. You and me together. They won't stop hunting you. None of them will stop hunting you. We have to get you out by morning. Do as I say! You will bring me what I want! And if you fail me, then you will, both of you, burn! There is more going on here than you realize. Давайте сразу же похвалим FNAF. Он уже набрал более 500 тысяч просмотров за полдня на момент записи видео. Сам трейлер набрал больше просмотров, чем все другие показанные игры на презентации PlayStation State of Play. Итак, в описании под трейлером на канале Steelwood Studio указано, что это первый геймплейный трейлер. Скорее всего, будет и второй. Нам ведь даже дату не назвали. Только сказали, что в игру мы поиграем уже в этом году. Ну и кстати, я бы хотел вам посоветовать такого 2D-аниматора, как Sid55. Он снимает очень классные и интересные анимации. Сейчас он хочет набрать 1000 подписчиков, поэтому ссылку на него я оставлю в описании. А перед тем, как перейти к разбору, я бы хотел упомянуть божественную реакцию Давка. Сейчас я вам ее покажу. Если вам не интересно, то просто примотайте до момента, указанного на экране. I get really nervous every time a game ends. I get really If you're a nervous. fan of scary games, this next one is for you. I first found you, you were nothing. You were small, pathetic. But now, you are more. What are you after? Ready? What? Arcade room. Oh my god. Oh my god. Fanny! Fanny! Scott Trainer! Oh, yes! 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 Oh my god, our first look of the animatronics! Red eyes, red eyes! Oh, they've all got red eyes! Oh, look! We can get you out of here. You and me together. Oh my god! I'm gonna die! Oh, They won't stop hunting you. None of them will stop hunting you. oh no! Oh my god, this looks so good! We have to get you
Glamrock Chica! A ball pit! Into the pit! Do as I say. You will bring me what I want, and if you fail, then you will. Oh my God! You burn! Moonman! Montgomery! Oh my God! Sun! The sun! Race cars! Moonman in the... Vanessa! Oh my God! Oh my God! Oh my freaking God! Release date? There's more going on here than you realize. What the heck? What the heck was that? What the heck? Ah! Ah! It was a chilling new look at Five Nights at Freddy's Security Breach. Как же я их обожаю. Теперь к разбору. Вначале мы видим маску Венни из Help Wanted и экран, приближающийся к одному из ее глаз. А на фоне мы слышим Уильяма Афтона, он же Гличтрап. Как я это аргументирую? Он общается с Венни и говорит ей свое мнение о ней. А именно: «Когда я только нашел тебя, ты была никем, жалким ничтожеством, но сейчас все иначе. Ты готова?» Еще касательно вступления трейлера. Возможно, после этих слов начался тот самый разговор из самого первого тизера Security Breach. Или может Афтон ее так обучал. До сих пор не пойму. Потом идет просто офигеннейший момент, где прыгает Венни. И все максимально качественно. Но об качестве поговорим еще потом. Что мне не понравилось? Так, это следующий кадр. Ванесса, то бишь охранница, создана из пластика. Буквально. Ну что это? Вот здесь мы можем разглядеть кого-то. Не знаю почему, но безумно они мне напоминают Мунфейса или Балунбоя. Кстати, возможно, в этом моменте перед Ванессой кто-то стоит. Возможно, аниматроник, возможно, Уильям. При поднятии мы видим большую красочную трубу, а потом локации из первого трейлера, который, к слову, показали в прошлом году, тоже на презентации PlayStation. It's been such a difficult day for all of us. Why don't you come out and we can play a game together? Локация очень проработанная и крутая. Мне понравилось. Больше о ней ничего сказать не могу. Потом идет логотип Фредди Фазберс. И тут видна тень прыгающей Венни. Кстати, возможно, на этом моменте она идет на кухню из первого трейлера. Ведь там тоже была видна ее тень. Но это не значит, что она точно туда идет. They're here with me. Please come out. Потом идет надпись, когда страх преобладает. А после нее мы видим Роксану, которая постепенно переходит в темноту. И в это время ее глаза становятся другого цвета. После этого мы видим надпись. И границы реальности стираются. Возможно, это связано с постоянными возвращениями Афтона. Мы видим Монти. В темноте его глаза горят красным цветом. После фразы «сцена подготовлена» мы видим глэм-рок Чику и ее светящиеся глаза. После появляется фраза «и безумие берет верх». И мы видим всех их сразу. Знаете, мне это напомнило трейлер локации сестры и FNAF 2. Идем дальше. Ванесса говорит: «Грегори, мы можем вытащить тебя отсюда,
Ну и мы видим Грегори в офисе, перед нерабочими камерами. Gregory, we can get you out of here. You and me together. Дальше мы видим просто огромнейшую и офигеннейшую локацию в Монти, но особо чего-то интересного тут нет. Дальше мы видим охранницу, и похоже мы будем играть именно за Грегори, а она будет нас сопровождать. Еще вот тут видна интересная деталь, но что это или кто это, сказать не могу. They won't stop hunting you. None of them will stop hunting you. Дальше идет реплика. Они не перестанут охотиться на тебя. И мы видим локацию из демонстрации RTX. I see you. Потом мы видим нашего персонажа, который идет к горке в бассейн с шариками. Into the Pit reference? Morning. Вот здесь интересные детали. Кекс Карл, Валера, локация с Чикой, сзади нее, кстати, дверь из FNAF 1. После этого мы слышим: мы должны вытащить тебя до утра. We have to get you out by morning. После чего слышим различные фразы Афтона. Ты сделаешь, как я скажу. Ты принесешь мне то, что я хочу. И если ты подведешь меня, вы оба будете гореть. You will do as I say. You will bring me what I want. And if you fail me, then you will, both of you, burn! В общем, возможно, вот тут он загипнотизировал Ванессу, а позже она начала нападать на Грегори, что вряд ли, но вполне вероятно. То есть, скорее всего, это разные персонажи. Я запутался. Потом мы видим различных аниматроников, локаций, Moonface, Sunface, локаций с гоночками и так далее. А так, особо интересного тут ничего нет. Достаточно неплохой геймплей, судя по всему, и много локаций. Самой большой загадкой были часы, на которых есть камера, карта, время и журналы, ведь локс именно так и переводится. Приближение, отдаление, судя по всему, и еще куча всего. А именно, заряд энергии, какой-то радиус, похоже, уровень заряда фонарика, непонятная восьмерка в треугольнике, похожем на логотип Security Breach, и какие-то 2 жетона. Позже мы видим Венни и слышим фразу «Дела здесь намного хуже, чем вы думаете», и очередное возвращение Афтона. There is more going on here than you realize. Если честно, лучше бы сделали эту сцену по-другому. Например, вот так. There is more going on here than you realize. I always come back. Ну и еще Sony в сообществе написали об этом трейлере, прикрепив гифку с моментом из него. Еще одна интересная деталь. У Ванессы фиолетовые ногти, которые отсылают нас к Уильяму. На гоночках есть всякие статуи и так далее. Вот тут есть плюшевая голова Фредди из FNAF 1, плакаты с глэм-рок аниматрониками, а вот эта полянка и радуги напомнили мне FNAF World. В офисе с Грегори есть телефон, вот прям такой старенький, домашний. Возможно, это отсылочка к Фунгаю. На его часах, кстати, есть обложка игры. Еще одна деталь. Вот здесь изображен то ли Сан,
то ли Moonface. Вот здесь отсылочка к Золотому Фредди, а для каждого аниматроника есть отдельная комната для его развлечения. В комнате Роксаны есть ее музыкальный инструмент. Момент, где Монти выбивает сетку, возможно, происходит на улице. В комнате Чики видна плюшевая игрушка Фредди. А теперь я бы хотел еще немного поговорить о том, почему же Венни и Ванесса один и тот же персонаж. Венни в конце в комнате для работников. Она говорит Грегори, что хочет его забрать домой. Ванесса говорит, что хочет его убрать отсюда до утра. Достаточно похоже. Ну и еще, оба знают имя Грегори. Кстати, возможно, на моменте с Ванессой мы спускаемся по прозрачному лифту. Еще стоит упомянуть, что во время переходов с текстом мы видим лагающую Венни. Возможно, намек на связь с глич-трапом. Также во время представления аниматроников мы слышим что-то похожее на музыкальную шкатулку Балоры. Начало трейлера, кстати, является отсылкой на FNAF World. When I first found you, you were nothing. You were small, pathetic. But now, you are more. Are you ready? Еще вот здесь мы видим картонную вырезку Сатурна. Кстати, интересная деталь в трейлере. На нас нападали все, кроме Глэм Рок Фредди из четверки. Скорее всего, только он будет нам помогать. А что с этими? Кстати, в одном из моментов Ванесса говорит: ни один из них не остановится. Возможно, за этим стоит не только Вильям и Венни, а еще кто-то. Кстати, вот эта штука на самом деле корабль. Отсылка к Фокси? Также на кофте Грегори две полоски. Отсылка к плачущему мальчику из FNAF 4. О, и в руках он держит, судя по всему, микрофон. А я сначала почему-то подумал, что плюшевую игрушку. Почему мой обзор такой поверхностный? Федор так сказал сделать. Теперь мнение. Местами мыло. Графика ухудшилась по сравнению с «Требуется помощь». Из улучшений только RTX. Атмосфера уже лично для меня не та. Было пару интересных моментов со старой атмосферой, но от нее особо не страшно. Как, например, в прошлых частях. А Вильям, ну зачем? Зачем его опять возвращать и воскрешать? Я хочу предысторию, а не выдуманную новую историю. Да, это круто, конечно, но может быть ее потом рассказать? Может быть, нам уже рассказать побольше о Генри, закусочной Фредбера, об участниках семьи Афтона. Я люблю FNAF, я очень сильно жду Security Breach, но, как прежде, уже не будет. Да, если оценивать атмосферу, не взяв в счет прошлые части, она хорошая. Но я бы хотел старую, добрую. Благо, будет такая атмосфера во FNAF+, который сейчас популярен. В общем, атмосфера мне нравится, но это FNAF'ом не является. Возможно, Security Breach и станет лучшей частью FNAF даже для меня и для многих олдов, но об этом пока рано говорить.
Еще не понравилось, что люди пластиковые. Я знаю, что я вам уже говорил об этом, но я недоволен этим, и я хочу об этом сказать. Надеемся, при выходе мы получим годный сюжет с раскрытием хоть чего-то, и хорошую атмосферу, и игру. Будем ждать дату выхода. Надеемся на лучшее. Всем удачи и пока. Родители, добрый день еще раз. Родители, пожалуйста, проверьте, у кого у ваших детей есть телефоны, не играют ли они в игру. Есть такая игра, кажется, безобидная с виду бродилка-ходилка, но на самом деле она ведет Gregory. То есть там очень такая, если сразу на первый взгляд посмотреть, да, ходит человечек непонятный, и там даются задания. Задания сначала не безобидные, так скажем, потом даются страшные задания. Может быть, слышали, да, девочка, то она именно из-за этой игры, то есть ей дали задания. Поэтому сейчас уже и учителя об этом в школах детям говорят, чтобы ни в коем случае в эти игры не играли. Сейчас я вам скину, как выглядит это приложение. Посмотрите, проверьте ваши телефоны ваших детей и удалите срочно, и проведите беседу.